Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, январь 2024 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. У нас как раз 2 января Меркурий выходит из ретро-движения, и ваши планы, ваша планета-управитель, которые, может быть, вынуждены ли вы были пересмотреть в конце декабря, здесь зеленый свет, вы что-то можете реализовать. Или если какая-то поездка у вас откладывалась, или какие-то документы задерживались, информация до вас не дошла, вот здесь как будто все уже приходит, возвращается на круги своя. Ну и 21 числа Плутон входит в знак зодиака Водолей. В течение 23 года во многих видео я говорила, что 23 год – это год адаптации. А 24-й – это эпоха Водолея уже. И это игра по новым правилам. Может быть, больше каких-то инноваций, может быть, больше желания что-то осуществить, больше свободы, мои дорогие. Для вас точно, для вас этот год обещает быть удачным. Давайте мы узнаем. Вот в январе переворачивается карта, правда, деньги будут, деньги есть. Профессиональный успех, рост, как и жалование доходов бизнеса, ну, в любом случае, удачные сделки или эта карта одна из лучших, как на деньги, так и на работу. Нам показан профессионал, который буквально создает пентакли, и карта говорит о росте, о прогрессе. Поэтому все в рост, как и деньги. У кого-то, может быть, вторичные источники доходов, и именно они будут развиваться в 2024 году. Финансовая стабильность в принципе. Ну и вопросы работы, карьеры. Давайте мы первую карту достанем. Какая сфера жизни наиболее активно будет проигрываться в январе? И что важно знать? Свяжем эти две карты. Может быть, одна вторую будет дополнять. Сюрпризы января для вас, мои дорогие близнецы. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Что скрыто? Что может помешать? Давайте такую карту достанем. А что вам будет помогать и что будет вас радовать? Давайте достанем дела, работы, бизнес, посмотрим энергетику. Финансы. И что в личной жизни, как видят карты. Итак, какая же сфера жизни или в целом, чем придется заниматься, может быть? Личная жизнь, судя по всему, у вас стоит как на кону тема номер 1. Это может быть как встреча, может быть, с человеком. Это может быть еще и ожидание в решении каких-то вопросов. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, ожидание материнства. Да? То есть вы в 2024 году уже готовитесь стать мамой, может быть и так. Но нечего добавить, личная жизнь. И нам говорят, вообще спокойное течение жизни само по себе в январе как будто прогнозируется. Или вы будете решать какие-то вопросы, то, что связано с вашим жилищем, что-то улучшать, делать более комфортным, может быть, согласовывать, строить планы на будущее. Мой дом, моя крепость, моя семья, моя личная жизнь, моя любовь или мои любимые люди. Вот это в центре вашего внимания. И что же вам нужно знать? А тут как будто по судьбе вам личной жизнью заняться, благополучием, благосостоянием, может быть, состоянием самого вашего жилого помещения буквально, может быть, менять будете, переезжать будете. И как будто Верховный жрец – это карта Иерофанта, это тут действительно в небесных скрижалях вам как будто прописано именно такими вопросами заниматься. И это могут быть важные, правда, согласования с высокими чиновниками. Для кого-то из вас предложение, может быть, руки и сердца, может быть, вам будут предлагать, или вы будете с чем-то определяться и решать, опять же, какие-то вопросы в инстанциях по этой карте. Кто-то из вас отправится учиться. Вообще стабильность всегда выпадает, когда у нас карта Иерофанта. Сам по себе месяц надежный, уверенный, все под контролем. Ну и по финансам как будто вас тоже устроит. Давайте узнаем сюрпризы. Какая-то ситуация может закончиться. Правда, если были какие-то ожидания, например, да, если документов вы ждали,
вы как будто их получите. Для кого-то из вас, может быть, были и такие обстоятельства в вашей личной жизни, когда, ну, утрачено уже было взаимопонимание, и у вас слушание, может быть, в судах проходит, то здесь тогда тоже вы с чем-то словно разбираетесь, подводите уже какой-то итог, что-то завершается. И это сюрпризы, мы спрашивали, и это больше с позитивной именно точки зрения. Я хотела сказать, что сюрприз – это какие-то приятности, которых мы не ждем. И, может быть, какой-то, правда, документ, который долгое время где-то там завис в инстанциях, а здесь будет готов. Или какая-то еще затянувшаяся ситуация, может быть, как ожидание, да, которое тянулось слишком долго, а здесь вот уже какая-то ясность по тому или иному вопросу к вам приходит. Нам просто говорят, что у вас трансформация, мои дорогие. Я надеюсь, все правильно понимают. И карта «Не оглядывайся назад». Тебе отсюда только вперед, к каким-то новым возможностям. Хорошо, неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Но тема личной жизни продолжается, это радости. Тут нам о хорошем настроении, о вдохновении, о любви. Может быть, правда, поездка куда-то, может быть, или вы к кому-то едете, или к вам кто-то приезжает, или какая-то история как будто начинает продвигаться. Вообще, приятный сам по себе январь месяц для вас – будет что вспомнить, будет как из-за себя порадоваться, может быть, за любимого человека порадоваться. Наверное, нам 13-й аркан и говорит, и не оглядывайся назад, не сравнивай, ну, может быть, какие-то проигрышные ситуации из прошлого, потому что сейчас вот как будто полный порядок по всем сферам жизни. И только на улучшение. И, может быть, не поверится, начнете вспоминать, что, ну нет, так не может быть. Сейчас что-нибудь, знаете, как бывает такое, мы ожидаем какого-то подвоха, а тут как раз нам не про подвоха, как будто вам по судьбе. Давайте узнаем, вот что скрыто. Возможности, правда. Шикарный олень, у него на рогах пентакль. Правда, у кого-то получение денег. Кстати, по аркану, если мы говорим, какие сюрпризы. 13-й старший аркан. Очень часто, если вы ожидали крупную сумму денег, вы ее получаете, если она задерживалась. Но это уже то, что вы как бы сами заслужили, заработали. И если был какой-то стопор, то вот здесь как раз деньги как будто доходят. Дважды доходят. Туз пентаклей это где-то подтверждает. И вообще это карта возможностей. Что скрыто? Возможности новые. Поэтому не оглядывайся, нам, может, и говорят, назад. Эта карта, как, наверное, высшие силы, дважды вам помогают. А вы можете засомневаться или подумать, что, ну, нет, ну, наверное, что-то как будто может в любой момент пойти не так. Нет, январь действительно продуктивный месяц. Поддерживают вас, наверное, мои дорогие близнецы, высшие силы, чтобы вы переключили свое внимание на более позитивные энергии, не сомневались в себе. Давайте мы спросим, что может помешать? Сомнения, вот конкретно, только с языка сняла. По двойке мечей это мы продумываем или допускаем, что а вдруг как-то пойдет не так, опять начинаем что-то просчитывать. Или по этой карте, когда надо принимать важное решение, однозначное. Двойка мечей, а нам нужно как будто оставить один меч, найти выход из лабиринта. Вот если мы долго сомневаемся, на что-то не решаемся, может быть, какая-то прежняя история была со знаком минуса, нам кажется, ну теперь везде так будет. Теперь мне все будет либо криво, либо косо, либо как-то не так. Не сомневайтесь в себе. Самого себя не тормошить какой-то ненужной философией или сомнениями. Потому что иногда ведь по двойке мечей мы можем застрять вот в своих разочаровывающих мыслях. И это нам тоже будет мешать. Поэтому будьте внимательны сами себя, когда, если вдруг чувствуете, соскальзываете в какое-то глубокое размышление, вам туда не надо, не ищите черную кошку в темной комнате. Ее там нет, вы ее там не найдете. Что будет помогать? Вы сами. Может быть, какие-то вопросы нужно решить рационально. Король мечей – это может быть еще и конкретный человек, как и вы,
рожденный под знаком зодиака, стихия воздуха, это кроме вас еще Весы и Водолей. Для кого-то из вас согласование, правда, в высоких инстанциях, какие-то документы получения или что-то вы будете организовывать с учетом Верховного Жреца, или что-то на кону, как оформление того или иного, опять же, документа. Может быть, что будет помогать. Если вы обратитесь к юристу, вот такое тоже по этой карте проигрывается. Проигрываются узкие специалисты. У кого-то могут быть врачи, например. У кого-то это может быть и адвокат. Те люди, которые профессионалы в какой-то узкой области, специализации. И нам помогает, когда мы не сами что-то додумываем или анализируем. Обратимся к знающему человеку, может быть, к тому же чиновнику, узнать, как работает в отношении нас тот или иной закон, прежде чем к какому-то делу приступить. И тогда это тоже где-то помогает. Ну и понятно, если вы чувствуете себя как-то, ну, не очень, будем говорить, тогда не додумывать, не анализировать, а именно обратиться, может быть, к врачу или пройти какое-то обследование, или, может быть, у кого-то стоматолог или что-то запланировано. Одним словом, уделить внимание тому, что касается лично вас, может быть, и вашей личной жизни. И здесь, как у кого-то специалисты пройдут, у кого-то составление, может быть, документов или информацию, которую вы ищете и находите. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим. Вот правда, есть сомнения, стоит мне этим заниматься или нет, стоит мне оформлять этот документ или нет, стоит мне оформлять эти отношения или нет. По карте Луна, ну, правда, с одной стороны, могут быть как сомнения по двойке мечей, но нам уже сказали, что это где-то мешает вам, мои дорогие близнецы, но и есть все же по Луне. Знаете, если что-то вам словно само идет в руки, или когда получается что-то осуществить, и вы в чем-то точно не сомневаетесь, ну, тогда не привносите, если вы уже в чем-то определились. Не ставьте что-то на паузу и еще снова и снова передумать. Но если есть конкретное дело, да, вот с одной стороны вроде как может помешать, и здесь у нас выпадает карта Луна, старший аркан. У кого-то, мои дорогие девочки, действительно будет означать как беременность, и, может быть, вы уходите в декрет. Вот даже так может проиграться. Когда уже срок приближается рождения ребенка, малыша, и тогда берегите себя, не рискуйте где-то собой, вы сейчас вообще у себя должны быть от начала до конца в центре внимания. Ну и по карте Луна просчитаться с чем-то все равно, это для всех. Вы не должны. Но просчитать что-то рационально, нам говорят, или найти информацию. По этой карте что помогает? Вопросы, если с банком, допустим, хотели взять ипотечный кредит, как будто по этой карте у вас тоже получится. Но опять же, просчитать надо, не ошибиться в чем-то. Это тоже будет иметь значение. Но и, видимо, с учетом карты Луна, сказать, что все вопросы от начала до конца вы сумеете здесь решить, осуществить, подписать я не могу. Видимо, часть вопросов перейдет на февраль, когда будет еще больше какой-то ясности. Нам ведь всегда по Луне говорят, выглянет солнце и что-то еще более прояснится. Давайте посмотрим, что у нас по финансам. Паш мечей. У кого-то вопросы, связанные с детьми, у кого-то это может означает, что я ищу ту или иную информацию как раз потому, что я не хочу, чтобы меня обманули конкретно. Есть определенное недоверие, как раз Паш мечей говорит о том, что если мы ищем недостающую, как будто мы до истины, до сути какой-то хотим докопаться, какой-то вопрос, который может стоять на повестке дня, работа, дела, бизнес и одновременно финансы. И здесь не сомневаться надо, понимаете? А вот, наверное, то, что нам помогает, какая-то конкретика и рационализм. Но деньги будут. Может быть, вложить куда-то деньги вы будете, решать. Ну вот если вложить, тогда я бы сказала, наверное, не время в январе вкладывать во что-то. Вот это точно. Но деньги, они как будто есть. И часть вопросов, она ведь тоже решится, но не все. Личная жизнь.
По личной жизни могу сказать так. Тройка пентаклей – это карта прогресса. Хотя это карта сдачи экзамена конкретно, когда мы что-то изучаем. Может быть, и вы будете что-то изучать. Или по этой карте, когда вы строите свое успешное будущее, в свою личную жизнь. Для кого-то из вас это вопросы отчасти как будто связаны будут, может быть, с поездкой, правда, с переездом. Или куда-то далеко по работе вам нужно ехать. Может быть, как релокация офиса, и мне надо и язык выучить, и подумать, как семью перевести. Вот у кого-то так может проиграться. Или есть как будто элемент новизны, обучения, личной жизни и последующих моих заработков. Вот какой-то компонент вот из этих составляющих для кого-то из вас все вместе. И вот вы ищете информацию. Может быть, словно в один клубок переплелось сразу несколько позиций. Как, может быть, мы сдаем жизненный экзамен, завершая что-то и переходя на новый уровень. У кого-то это будет означать личная жизнь и отношения, но уже то, что сложилось, уже с теми людьми, которых вы знаете, про личную жизнь и про тех, кто сейчас один или одна, разве что, хотя тоже у нас выпадает рыцарь кубков, это бывает такое знакомство, когда нам общение приятно, может быть, вы пойдете куда-то учиться и познакомитесь с человеком, но тогда это больше дружба, это без какого-то прогресса, если это новые отношения, а вот как раз на новый уровень перевести уже сложившуюся какую-то историю или историю по финансам, по работе, вот эта карта говорит о том, что да, будет такая возможность. У вас на кону что-то очень приятное, радостное, то, что по судьбе. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.